Всем привет, с вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом видео я покажу вам, как переделать подделку куклы Барби волшебного ангела в технике Power Pull. Хотя название этой техники пошло от специального отвердителя для текстиля Power Pull, но в данной работе этот отвердитель я заменила столярным клеем ПВА. Для работы я приобрела самую дешевую куклу, которую только нашла. Как видите, эта кукла некачественная, она сделана из очень тонкой пластмассы. Для работы мне нужна только верхняя часть, ноги и тело в кукле литые, поэтому нижнюю часть я просто отрезаю. Голову куклы зачищаю мелкозернистой наждачной бумагой. Детали обезжириваю, использую жидкость для снятия лака. Голову, верхнюю часть туловища, а также руки грунтую белой акриловой краской. В работе я использую натуральную хлопковую ткань. Более тонкую ткань можно применить на рукава и верхнюю часть одежды. Для юбки лучше использовать ткань поплотнее. Ткань пропитываю клеевой смесью, для этого столярный клей ПВА немного разбавляю водой. Приблизительно на 3 части клея беру 1 часть воды. Обычный клей ПВА в белых работах я не применяю, потому что со временем он может пожелтеть, и такая желтизна проступает даже через краску.
Так как кружево синтетическое и довольно скользкое, то я решила сначала его закрепить на каркасе при помощи термоклея, а затем уже пропитывать клеевой смесью. Для того, чтобы юбка получилась более пышной, из плотной пленки я свернула конус и приклеила сверху на бутылку. В дальнейшем, после высыхания материала, конус я буду убирать. Перед приклеиванием ткань необходимо понатягивать в разные стороны, чтобы она выровнялась. Голову оклеиваю кусочком ткани для того, чтобы вата хорошо приклеилась к поверхности. Для волос использую полоски ваты, которые пропитываю клеевой смесью. Клей с водой развожу в пропорциях 1 к 1.
окрашиваю работу белой акриловой краской. Красить можно кистью, но лучше использовать краску в спрее, так как она хорошо проникает во все углубления. На рельеф работы наношу белую перламутровую краску. Покрываю работу полуглянцевым акриловым лаком. Так как ангелочек у меня все-таки зимний, то на крылышке, а также на кружевной части платья я решила добавить глиттер. Сверху глиттер можно покрыть полуглянцевым или глянцевым акриловым лаком. Вот такой чудесный ангел у меня получился. Ангела можно разместить как верхушку на большой елке, либо установить на подставку. Одежду для ангела вы можете делать на свое усмотрение. В общем, здесь есть где разгуляться вашей фантазии. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всех моих подписчиков и гостей канала искренне поздравляю с наступающими зимними праздниками. Желаю всем вам благополучия, особенно крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Пусть у вас все всегда получается и сбываются все ваши добрые мечты и фантазии. Всем вам желаю огромный поток творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!